По холодным улицам каждый день скитается множество собак, которым приходится бороться за крохи еды и порой страдать от человеческой жестокости. Таким был и герой этой истории, песик Бенедикт, переживший множество скитаний, гонений и голодных ночей, прежде чем попасть в руки волонтеров. Бенедикта, или, как его называли ласково, Беню, привезли в приют «Доброе сердце» из области, чтобы кастрировать и выпустить обратно. Но волонтеры чудом смогли подыскать местечко для миниатюрного и очень дружелюбного песика, и ему повезло остаться в приюте. Беня тут же покорил всех своей неординарной внешностью и гиперласковым характером. Несмотря на то, что он явно долго был бездомным, он доверял людям и тянулся к ним, словно щеночек. На самом деле он был уже достаточно возрастным псом, но по его внешнему виду это было сложно сказать. Ласкуша Беня принимал участие в мероприятиях приюта и неизменно завоевывал там призовые места. Но ценнее всего для него было не это, а внимание людей, с которыми он обожал проводить время. Вскоре такого необычного во всех отношениях Беню заметила Ольга. Она воспользовалась своим шансом и стала его хозяйкой. Теперь наш герой радует ее во время неспешных прогулок, а потом составляет компанию всей семье дома на диване во время уютных вечеров. Хочу поблагодарить создателей этого замечательного приюта за нашего любимчика Беню или Бенедикта, делится впечатлениями Ольга. Это на редкость дружелюбная и ласковая собака за короткое время стал любимцем всего двора и маленьких жителей дома. Беня уже освоился и стал полноправным членом нашей семьи. Я долго искала небольшую собачку для своей мамы. И вот я увидела его фото в новостной ленте и поняла, это то, что мы так долго искали, и он ни разу не разочаровал нас. Когда я в первый раз побывала в приюте и увидела всех его четвероногих обитателей, я расплакалась, но не потому, что животные выглядели несчастными, совсем нет, они счастливо махали хвостиками и выглядели сытыми и здоровыми. Но я увидела во взгляде каждой собаки надежду, что именно я заберу сегодня его домой, а я могла забрать только одного, того, за кем пришла. Дорогие создатели приюта, у вас действительно большое и доброе сердце. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете.